Добрый день, уважаемые зрители. Спасибо, что подключились. Сегодня мы в студии с нашим замечательным экспертом Аллой Васильевной Шилиной. Здравствуйте, Алла Васильевна. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим про пищеварение. Но прежде чем начать, хотел бы обратить ваше внимание, что свои вопросы вы можете задавать во вкладке «Вопросы», которые находятся под трансляцией. Итак, пищеварение. Мы очень много в своих материалах акцентируем внимание на сбалансированном питании, на роли белка, на микронутриентах. Но мы не говорим о системе органов, которые помогают эффективно усваивать эти продукты. Да? Да, совершенно верно, Тигран. Я считаю, что мы должны этому уделить внимание на сегодняшнем вебинаре. И мы научились рассчитывать рацион питания, энергетический рацион питания, но мы должны подумать, а насколько эффективно это будет усваиваться, какая активность ферментов пищеварительного тракта, состояние слизистой, насколько хорошее соотношение полезной и вредной микрофлоры в кишечнике. Вы скажете, а как это вообще сделать, вообще наша ли это задача? Но здесь не нужно каких-то глубоких знаний, научных даже, а надо понять, что с возрастом у нас активность пищеварительных желез, она снижается. И если человек полный, однозначно у него не будет хорошее состояние слизистой кишечника. Однозначно у него не будет нормального соотношения полезной и вредной микрофлоры, то есть достаточное количество бифидо- и лактобактерий. И отталкиваясь от этого, мы должны порекомендовать те продукты, которые будут поддерживать процессы пищеварения. Естественно, это не лекарство, но для желудочно-кишечного тракта самое главное – это полезные продукты, которые поступают извне в организм человека. Очень интересно. И в первую очередь, наверное, хотелось бы поговорить о роли желудочно-кишечного тракта. Какие функции он выполняет? Роль желудочно-кишечного тракта состоит в переваривании и всасывании тех продуктов, которые поступают извне, и расщеплении до тех макро- и до тех мономеров, которые могут всасываться в кишечнике. Мы и с вами, когда обсуждали, вы говорили о энергетических и пластических компонентах или элементах, которые помогают желудочно-кишечный тракт поступать в организм. Вот Да. Немножко поподробнее можно поговорить, что такое энергетический и что такое пластический? И пластические материалы. Давайте сразу вспомним, когда мы говорим о белке, мы говорим, что белок – это основной строительный материал. То есть белок выполняет пластическую функцию. Он является источником для построения новых клеток. И не только клеток, но и других важных очень веществ в организме. Это и гормоны, и транспортные белки, и иммуноглобулины, и можно долго-долго это перечислять. А вот то, что касается энергии, откуда мы берем? А мы берем, во-первых, если нам нужна быстрая энергия, мы берем из углеводов. А жиры – это тот источник депонирования энергии. Но жиры, помимо всего прочего, особенно полиненасыщенные жирные кислоты, они участвуют и в построении клеточных мембран. Об этом мы не должны забывать. И у нас есть прекрасный такой продукт – Herbalife Life. Да, которые мы можем в данном случае вспомнить и отметить, что именно омега-3 участвует в построении клеточных мембран. Но помимо всего прочего, у желудочно-кишечного тракта есть еще и моторная, и эвакуаторная функция. Это тоже очень важно, то есть способствует пищеварительный тракт, пища должна постепенно переходить из одного отдела в другой, потому что в каждом отделе есть свои ферменты, и они каждый выполняет свою функцию. И если вы, например, просто взяли какой-то продукт и проглотили, и сразу он поступил в желудок, а он содержал углеводы, мы сейчас это будем подробно разбирать, то, соответственно, вот этот этап, он оказался уже пропущенный. И дальше уже он будет несколько недопереработанным. И защитные функции, Тигран, это очень важно. Мы всегда с вами говорим, на предыдущем вебинаре мы говорили о микробиоме, но не надо забывать,
что тоже в каждом отделе желудочно-кишечного тракта выделяются вещества, например, лизоцим в ротовой полости, который уже начинает убивать бактерии. В желудке желудочный сок, который тоже влияет обезвреживает вот этот продукт, который поступил, и если там есть бактерии, он тоже способствует гибели этих патогенных организмов. А дальше кишечник. В кишечнике мы знаем наши лакты и бифидобактерии, наши друзья, которые помогают справиться уже окончательно с вредными бактериями, которые поступили к нам извне. И, конечно, слизистая кишечника. Она нам очень помогает, это некий барьер. Хотелось бы отметить, действительно, удивительный механизм создала природа в процессе эволюции, который защищает нас на всем протяжении питания и, по сути, даже на этапе переваривания. Получается, мы уже начинаем защищать свой организм. Да, да. Очень все, естественно, продумано. Вот мы посмотрим и вспомним программу биологии школьную, и мы видим, что пищеварительная система состоит из ротовой полости, пищевода, дальше идет желудок, тонкий кишечник. Начальным отделом тонкого кишечника является 12-перстная кишка, наверное, все это помнят, во всяком случае слышали. И дальше идет толстая кишка, и заканчивается отдел толстого кишки прямой кишкой, где, в общем-то, происходит выведение всех тех уже переработанных, то, что уже нужно вывести из организма вредных веществ. И тот эпителий, который слущивается в процессе работы кишечника, это тоже составляет большую часть этих каловых масс. Очень интересно. И хотелось бы дальше поговорить, что происходит с пищей, какую трансформацию проходит пища внутри пищеварительной системы. Во-первых, когда поступает пища в ротовую полость, мы должны ее обязательно тщательно пережевывать. И таким образом запускаются уже рефлекторно, начинается уже подготавливаться и желудок, и кишечник к приему этой пищевого комка. Мало того, я уже сказала, еще раз напомню, что лизоцим содержится в ротовой полости, и идет обезвреживание процесс пищи от вредных бактерий. И дальше поступает уже эта пищевая смесь в желудок. Здесь начинается начальное переваривание белков под воздействием желудочного сока. Затем постепенно происходит поступление этой пищевого комка в 12-перстную кишку. Эта 12-перстная кишка, она очень важная часть тонкого кишечника, куда открываются протоки поджелудочной железы, желчного пузыря. И здесь именно начинается сразу уже переваривание и жиров, и белков, и углеводов. То есть часть какая-то была выполнена на верхних этажах желудочно-кишечного тракта, а там уже дальнейшее основательно идет переваривание. Потом поступает в тонкий кишечник, в отделы тонкого, в другие тонкого кишечника. Надо отметить, что здесь не только происходит всасывание, а тоже идет процесс переваривания. Почему? Потому что так называется уже это пищевой комок, приобретает даже специфическое такое название – химус. И кишечник тоже выделяет сок, кишечный сок, который продолжает переваривать эти уже подготовленную пищевой комок, и уже начинается процесс всасывания. Дальше у нас идет толстый кишечник. Но в толстом кишечнике уже просто завершаются процессы переваривания, то, что уже осталось. В основном идет всасывание воды, электролитов. Ну и толстый кишечник заканчивается прямой кишкой, где, в общем, все то, что осталось не переработанным, выделяется во внешнюю среду. У меня вопрос. Многие говорят, что когда у человека возникают проблемы с пищеварительной системой, все говорят, у меня проблемы с желудком. Да, а так ли это? Нет, Тигран, вы знаете, очень большие проблемы часто именно связаны с состоянием тонкого кишечника. Но это такая часть желудочно-кишечного тракта, добраться крайне сложно. И мы можем только, в общем-то,
Вот хотя бы даже по внешнему виду, как я сказала, по объему талии, по какому-то дискомфорту. Это не обязательно проблемы с желудком. Кишечник играет очень большую роль вот, в общем самочувствии. Мгм. Понятно. И важный, наверное, нюанс. Вы сказали, что процесс жевания запускает все остальные или готовит Мгм. все остальные процессы в пищеварительной системе. Но давайте поговорим про коктейль Формула-1. Мы получаем, по сути, продукт уже готовый к употреблению, его не надо пережевывать. А что в этом случае? А в этом случае, во-первых, оттолкнемся от того, что я сказала, что в ротовой полости начинается расщепление именно углеводов. Мгм. Углеводов в нашем продукте мало. И это может расщепляться и в двенадцатиперстной кишке, и в тонком кишечнике, потому что основной компонент – это белок. Это первое. Это не противоречит тем общим принципам вот, работы желудочно-кишечного тракта. И то, что мы всегда говорим, что у нас один раз, это минимум, когда мы должны обязательно использовать обычные продукты. Понятно. И тогда мы этот процесс жевания, он тоже будет запускать вот все эти, так сказать, подготовку других отделов пищеварительной системы к работе. А наш продукт, он настолько уже так сбалансирован и подготовлен, то есть вот этих механизмы, они могут, ну, как бы, в общем-то, мимо них, что называется, пройти, все равно будет хорошо все усвоено. Понятно. Потому что он уже, этот продукт, хорошо подготовлен для процесса усвоения. Понятно. То есть на тех этапах, когда начинаются трансформации белка, если я Да, правильно и произношу. обычно к нам люди приходят, уже имея какие-то проблемы, там, ну, например, какой-то дискомфорт в организме, ну, что-то не яркое, но с чем он хотел бы расстаться. И, естественно, вот когда этот продукт, он уже сбалансирован, подготовлен для хорошего усвоения уже, вот быстрого, Мгм. эффективного, то, естественно, это большие плюсы для нашего продукта. Ну, я думаю, про эффективность мы чуть попозже поговорим. Согласна? Да, а мы можем попробовать поговорить о том, зачем поддерживать. Ну, ясно, как участвует пищеварительная система в нашей жизни, но какие плюсы или минусы в поддержке пищеварительной системы? Я вот приведу такие данные, и часто на своих вот встречах с независимыми партнерами говорю, что низкокалорийное питание на 20%, если мы снижаем колораж, продлевает жизнь. И точно так же я могу сказать, что если хорошо работает желудочно-кишечный тракт, мы свою вот активную часть жизни тоже увеличим на 25-40%. Вот Удивительно. состояние, так скажем, хорошее состояние пищеварительной системы, она обеспечивает нам хорошее самочувствие. И если этого нет, если это отсутствует по каким-то причинам, то, и, соответственно, ухудшается настроение, страдает мотивация, снижается энергия, защитные функции страдают, ощущается дискомфорт в организме, и внешний вид он также страдает, и волосы, и кожа, все это выглядит не лучшим образом. И вот мне, знаете, всегда вот хочется сказать, когда мы говорим о питании, вот иногда мне такая аналогия с воспитанием. Мгм. То есть, когда мы начинаем воспитывать ребенка с малых лет и допускаем какие-то ошибки, они только потом сказываются, когда к пубертату, к такому юношескому возрасту ребенок подходит. То же самое с процессом питания и с процессом пищеварения. То есть мы начинаем очень рано допускать ошибки, но они для нас кажутся незаметными. Но организм уже начинает с ними бороться, тратить ресурсы, происходят определенные изменения, и для нас они оказываются вначале не столь значительными. А потом, когда мы уже какой-то дискомфорт, ой, у меня мотивации нет, у меня ухудшилось настроение. Друзья мои, давайте будем все-таки этим заниматься значительно раньше, когда еще нет каких-то
так скажем, ну, нежелательных таких явлений в нашей жизни. Ну, как с работой организма. Да, пока нет заметных эффектов, люди зачастую не задумываются Совершенно о верно. А это проблемах. плохо. И поэтому какие-то свои примеры, когда вы работаете с клиентами, чтобы немножко их мотивировать, что не надо дожидаться, как в известном фильме, не надо дожидаться перитонита, надо значительно раньше начинать заботиться о своем организме. Вот это я хотела бы особенно подчеркнуть. Хотел бы обратить внимание на, наверное, еще одну важную вещь, о которой вы уже сказали. Современная масс-медиа в средствах массовой информации очень много говорят и пишут о активном долголетии, о том, как сохранить здоровье долго и прожить дольше. И мы, по сути, сейчас говорим о одном, наверное, фундаментальном механизме, который поможет вам быть активными дольше. И это система пищеварения. Конечно, это очень важно. Конечно. Я полностью согласна с вами, Тигран. О том, что мы едим, очень много зависит. Как это будет усваиваться, какие продукты на нашем столе. Мы должны об этом думать, в первую очередь, если мы хотим быть энергичными, хотим быть успешными. Это важно. Да, это очень важно. И мне бы хотелось услышать от вас вот простые правила, наверное, поддержки пищеварения. Да. Вот, друзья мои, посмотрите, пожалуйста, на слайд, и вы увидите, может быть, очень простые слова, и которые вы наверняка знаете, но я бы хотела, чтобы вы смогли прокомментировать правильно, рассказывая вот об основных правилах поддержки пищеварения своим клиентам. Питайтесь регулярно. Что это? В одни и те же часы. А для чего это нужно? А для того, чтобы пищеварительная система была уже подготовлена, когда это происходит каждый день, каждый день, то уже и желудок, и поджелудочная железа, и желчный пузырь, и кишечник, они уже начинают готовиться к приему пищи. И это очень важно. Питайтесь дробно, минимум 4 часа. Но мы чаще всего говорим, что 6 раз в день. Для чего это надо? Дробно. Что это нам помогает? А нам помогает это энергетическую ценность продуктов разместить равномерно в течение дня. Это позволит нам, что продукт будет лучше усваиваться, он не будет столь большой по объему, что тоже будет позволять лучшему усвоению продукта. Питайтесь балансированно. Казалось бы, избитая такая фраза. Но что за этим? Да, за этим стоит то, что мы пытаемся сохранить то количество мышечной ткани, а мышечная ткань – это главный наш такой помощник в стрессовых ситуациях, это раз. Но и во-вторых, что очень важно, и в этом вебинаре я подчеркиваю, что сбалансированный продукт, он лучше усваивается. Пейте достаточное количество воды. Жидкость, она не только является той средой, где проходят все биохимические процессы, но при увеличении доли белка жидкость, мы нуждаемся в дополнительном поступлении жидкости, потому что белок способствует выведению воды из организма. Это очень важно. Больше двигайтесь. Вот я сейчас хочу, Тигран, вернуться к нашей вот презентации 24 часа. Вы помните, ведь все наши обучающие эти циклы, они как бы идут один за одним, и как бы накручивает вот то количество полезной информации, которую мы стараемся дать нашим независимым партнерам. И помните, вот, питание 24 часа, мы когда рассматривали активность желудочно-кишечного тракта, и активность желудочно-кишечного тракта, пока не произошли серьезные сбои в организме, она именно высокая в утренние часы. И помочь своему организму мы можем, например, обязательно утренняя физическая нагрузка. И это запускает ту моторику, о которой мы говорили, желудочно-кишечного тракта. Да? Даже простая разминка. Даже простая разминка. Поэтому, если у кого проблемы с моторикой, то физическая нагрузка именно в утренние часы даст очень хорошую поддержку системе пищеварения. Когда мы говорим «высыпайтесь», опять вспомним нашу презентацию «Питание 24 часа», и когда мы говорили,
и когда мы о сне, и говорили, что количество сна должно быть достаточное именно в ночные часы, потому что у нас есть суточные ритмы, циркадные ритмы, их можем назвать. Именно они запускают и систему, и пищеварение в том числе, и вот запускают именно гормональную систему. То есть это подготавливает работу желудочно-кишечного тракта к высокой его активности, это тоже будет все поддерживать и снизить стрессовую нагрузку. Наши независимые партнеры, конечно, они люди уже опытные, уже многие работают долгие годы с нашими продуктами. И я бы хотела, чтобы вы в работе с клиентом обязательно обращали внимание, насколько выражена у него вот эта стрессовая нагрузка. Некоторые, конечно, сами все с удовольствием вам расскажут, но некоторые даже и недопонимают, насколько вот стресс присутствует, вот эти стрессовые ситуации присутствуют в его жизни. Если вы заметили, что он часто говорит такие слова: «Я должен», «Я должна», «Мне необходимо», поглубже разберитесь с ним, поговорите с ним, потому что, как правило, эти люди очень ответственны, они часто берут на свои плечи те задачи, которые, в общем-то, должны выполнять другие. И таким образом вы поможете ему избавиться вот от этой чрезмерной стрессовой нагрузки. Потрясающе. И, наверное, нужно суммировать вот все, что мы проговорили. Питаться дробно, питаться обязательно регулярно, питаться сбалансированно. Это тоже помогает усваиваемости и эффективности работы. И до этого мы еще об этом не говорили, Тигран, что это способствует улучшению всасываемости в кишечнике вот этих уже расщепленных мономеров. Ну, движение, сон. И то, о чем мы, наверное, совсем недавно начали говорить, стараемся снизить стрессовую нагрузку, которой так много в современном мире. Согласна полностью. И мы хотим предложить вам вариант или версию того, как вы можете дробно в течение дня разбить количество калорий на 6 приемов пищи. Вот обратите внимание, здесь у нас есть картинки, но я бы подчеркнула обязательно, что мы должны обязательно включать обычные продукты. Ну, у нас там есть на завтрак, только показано, ну, на ужин там у нас есть салат, но в принципе, то есть продукты, которые должны обязательно присутствовать, потому что процесс жевания, он тоже очень нужен для нормальной работы пищеварительной системы. От работы пищеварительной системы, наверное, давайте перейдем к компонентам, которые помогают поддерживать пищеварительную систему. Это тоже очень важно. И, наверное, самыми основными или ключевыми являются пищевые волокна. Вот. На них остановимся поподробнее. Мы уже касались темы пищевых волокон, и на встречах эта тема была, но тем не менее тема очень важная. И у нас много продуктов, в общем-то, которые содержат пищевые волокна. То их больше, то меньше, но тем не менее. Мы должны все-таки проговорить и уяснить разницу, и в каких случаях мы должны использовать один продукт или два вместе, или комплекс пищевых волокон отдельно. Вот для того, чтобы это понять, давайте дадим общую характеристику пищевым волокнам. Это то, что они содержатся только в растениях, растительных продуктов питания, не расщепляются, они не расщепляются в желудочно-кишечном тракте, они частично ферментируются нашими полезными бактериями, которые находятся в кишечнике. Что это значит? То есть они частично ферментируются, то есть они расщепляют частично, при этом выходит энергия, которую бактерия использует для своей жизнедеятельности и размножения. Если этой энергии нет, то тогда не будет и роста полезной микрофлоры. Соответственно, если нет пищевых волокон, то нет, что называется, источника питания для них. Интересно. А таких волокон, наверное, существует два типа. Это то, что я слышал, и это есть на слайде. Это растворимые и нерастворимые. Есть тест. Как определить, какой тип волокон перед вами? Добавить воды. Да.
То есть, если это растворимые, то тогда получится кисель, Да, скажем так. Если же нерастворимые, то ничего не произойдет с ними. совершенно верно. И некоторые думают, вот пищевые волокна – это именно что-то в виде волокна. Но на самом деле это, например, и гумий, и камедь, это вообще в виде слизи может быть. Но это тоже будет относиться к группе пищевых волокон. Ну, давайте попробуем поговорить тогда про каждый тип волокон Да, и про их и функции. про их функции в отдельности. Да, надо сказать, что пищевые волокна, они функции выполняют одни и те же, но растворимые пищевые волокна в большей степени проявляют себя в детоксе, а вот нерастворимые волокна больше проявляют себя именно в моторные функции, улучшая процессы пищеварения. Вот посмотрим на экран, и мы видим, что функции растворимых пищевых волокон – это детоксикация. Действительно, потому что растворимые пищевые волокна, они очень легко набухают, впитывают в себя воду, они увеличивают объем свой в 4-6 раз могут увеличивать. Да. И они являются очень хорошей поддержкой для микробиома. Почему я вот на второе место и заслуженно поставлена эта функция? Потому что в работах по исследованию больше именно на предмет инулина сделано, на его влияние на микрофлору кишечника. И, естественно, как любой и растворимый, он тоже влияет на улучшение моторики. То, что вот у нас тут мы видим контролирует вес, это очень связано именно с микробиотом. Микробиом у полных и у худых он разный. И очень интересно, хотя мы говорим о том, что микробиом, он как бы формируется в первый год жизни человека, но в дальнейшем он может как-то видоизменяться, но несущественно. Но если человек, например, набирает большое количество веса, жировой массы, микробиом меняется и в худшую сторону. А когда он начинает худеть, вот эти все полезная флора, она начинает, в общем-то, восстанавливаться. Об этом не нужно забывать. И не значит, что если мы там сбили бактериальную флору, то никаким образом это мы не можем восстановить. Есть средства. Наше правильное питание, пищевые да. волокна. Да. Но мы поговорили о том, что растворимые пищевые волокна – это прежде всего детокс, а тогда нерастворимые. А нерастворимые, они больше влияют на моторику. И вот у нас на слайде, Тигран, давайте вернемся вот к растворимым пищевым волокнам, где у нас. И обратите внимание, друзья мои, вот в составе наших продуктов, вот комплекс пищевых волокон, если вы возьмете, там вы увидите инулин написано, гуаровая камедь, это растворимые пищевые волокна. И все, какие функции здесь перечислены, это все относится к ним. А сейчас вернемся к нерастворимым. И да, вот именно нерастворимые, они больше на моторику влияют, они тоже детоксикацию осуществляют, они как веничек работают, также поддерживают микробиом, и они, конечно, и контролируют приступы голода. И посмотрите, друзья мои, именно наш овсяный яблочный напиток, он состоит и растворимых, и нерастворимых. И вот к нерастворимым специально здесь для вас на слайде выведено, что овсяные, яблочные, цитрусовые пищевые волокна из соевых бобов это относится к нерастворимым пищевым волокнам. И хотелось бы, наверное, так как мы упомянули, что пищевые волокна влияют на микробиом, еще раз вернуться к этому вопросу и сказать, что мы уже об этом поговорили, что микробиом тучных людей и людей, которые следят за своим весом, он может существенно отличаться. И вообще вес микробиома, так как это достаточно большое количество маленьких помощников, как мы говорили во время прошлого вебинара, может достигать 1,5–3 килограммов. Это и я бы хотела вес. отметить, что вот этот микробиом, это можно рассматривать как отдельный орган. Только он не имеет своей оболочки. Но это орган, который выполняет очень важные функции. Он и питает, и очищает, и защищает наш организм. Я бы хотел еще поговорить немножко больше о том, как наши продукты дополняют друг друга. Речь идет о овсяно-яблочном напитке и комплексе пищевых волокон. Для многих это остается вопросом, в чем преимущество каждого из этих двух продуктов.
Ну, я люблю и один, и второй продукт. Мне, конечно, очень нравится овсяный яблочный напиток именно по своему вкусу. И у него именно гармоничное соотношение растворимых и нерастворимых, да, у него 60%, а растворимых 40%. И это выведено у нас на таблице, да, показано, что моторика улучшается, и как пребиотик он работает очень хорошо. Но в силу того, что все-таки детокс в нашем мире приобретает все больше и больше значений, я всегда добавляю в овсяный яблочный напиток комплекс пищевых волокон, 1 ложечку. Он безвкусный, но он хорошо не меняет ни консистенцию, ничего, но я добавляю, потому что именно детокс, я считаю, в нашем мире, он очень важный, это направление, которое мы должны предложить нашим клиентам, позаботиться об этом. Понятно. То есть, таким образом, добавляя комплекс пищевых волокон в овсяный яблочный напиток, вы увеличиваете количество как раз этих растворимых, волокон, которых... Да, а вот есть люди, действительно, которые работают на вредных производствах. Основной его, наверное, продукт, будет комплекс пищевых волокон. Но можно, конечно, и овсяный яблочный напиток в какие-то часы принять. Интересно. И мы все знаем знаменитый продукт, любимый. Это напиток на основе алоэ. И давайте, наверное, немножко поговорим о растении, которое вдохновило, в общем-то, на создание этого продукта. Это алоэ вера. Мы знаем, что это зачастую и комнатное растение бывает, и многие знают о том, что сок этого растения, он обладает какими-то свойствами положительными. Я что хочу сказать. Когда мы говорим, что он поддерживает нормальное пищеварение, в чем это заключается? А заключается в том, что он хорошо влияет на сократительную способность желчного пузыря, способствует оттоку желчи. А раз желчь оттекает в 12-перстную кишку, а сегодня мы об этом говорили, соответственно, будет достаточное поступление желчи, и будет более эффективно идти процессы пищеварения. Очень интересно. И я хотел, мы припасли несколько сюрпризов сегодня, и мы хотим сказать, что в Российской Федерации в скором времени будет доступна новая версия полюбившегося напитка алоэ со вкусом клюквы. И для тех опытных независимых партнеров, клиентов, которые уже, скажем так, используют классический вкус, классический алоэ в своем рационе, мы можем предложить им разнообразить в течение дня эту вкусовую палитру и использовать алоэ со вкусом клюквы в течение дня, а классический вкус утром. Наверное, хотелось бы сказать о том, как наши продукты помогают поддерживать пищеварительную систему. Все вместе. То есть мы говорим о комбинации. Да, но я немножечко бы коснулась того предыдущего слайда, где мы говорим о классическом напитке и напиток со вкусом клюквы. Наш растительный классический напиток, он, конечно, кислый, за счет того, что находится там достаточное количество лимонной кислоты. И на этикетке это заявлено. И это очень важно, особенно в утренние часы. Почему? Потому что мы уже говорили об этом, но и сейчас я еще раз повторю, что в процессе жизни происходят процессы, именно закисляющие организм. Вообще, если кровь напомнить нашим независимым партнерам, то она слабощелочную имеет среду. Соответственно, это еще раз просто подчеркивает, что должен быть баланс кислотно-щелочного равновесия, и любой воспалительный процесс – это кислая среда. И когда мы начинаем утро с классического напитка, алоэ вера, то таким образом мы защелачиваем. Вы скажете, а как мы можем? Он вообще кислый. Во-первых, он кислый, но когда он поступает в организм, происходит соединение с такими микроэлементами, как кальций, магний, натрий, и получается уже соединение, которое имеет щелочную реакцию. И в этом весь смысл. И иногда мне такие вопросы задают, а 3 колпачка, мне это кисло. Сделайте, друзья мои, 1 колпачок, 1,5 колпачка, так, как вам было бы комфортно. Почему обращаю на это внимание? Дело в том, что, во-первых,
те, у кого кислотность желудочно-кишечного тракта снижается с возрастом, они такого дискомфорта не будут испытывать при приеме, например, данного продукта. А те, которые, например, так скажем, гиперактивные, молодого возраста, у них часто идет повышение кислотности. И поэтому, может быть, первоначально к такой пропорции их пищеварительная система не готова. Но это не значит, что она им не нужна. Просто нужно дать меньшую дозу, порцию. А то, что касается вот алоэ вера со вкусом клюквы, я просто пробовала. Он менее кислый. И если те, кому некомфортно, они могут его заменить на первом этапе, во всяком случае. Вот я именно вот с такой точки зрения подошла бы. Ну, в любом случае нужно попробовать индивидуально. Да, да, оба. И подобрать для себя. Для этого у нас есть персонализированный подход. Вот. К каждому нашему клиенту и к себе самому, конечно. А вот поддержка пищеварения, посмотрим, да, на этот слайд, очень интересный. Первый – это белок. Вот когда мы говорим о состоянии слизистой, Тигран, и говорим о том, что она должна быть в хорошем состоянии, что она должна быть барьером для вредных и бактерий, и токсических веществ, ведь вы знаете, что она обновляется в течение 3-5 дней, слизистая. Представляете, какая скорость идет вот этих процессов обновления? А строительным материалом служит белок. Поэтому белок, он должен обязательно присутствовать в нашем рационе в достаточном количестве. Алоэ. Да, мы с вами говорили, что это противовоспалительный и противомикробный имеет эффект. И, естественно, те клиенты, которые пришли к нам, они, естественно, мы их не рассматриваем с точки зрения наличия каких-то заболеваний. Мы не врачи, и поэтому мы предполагаем, что если человек неправильно питался в течение многих лет, то, скорее всего, противомикробный эффект его желудочно-кишечного тракта, противовоспалительное действие вот его системы, это ослаблено. И поэтому, добавляя алоэ, мы просто помогаем нашему организму справиться с заложенными уже функциями природой. И пищевые волокна. Мы поддерживаем наш микробиом, давая ту энергию, которая нужна лакто- и бифидобактериям, то есть полезной нашей микрофлоре. Я думаю, это были очень полезные советы, которые относятся к тому, как мы можем поддержать систему пищеварения за счет наших продуктов, с помощью наших продуктов. Да. Вот. Ну и немножко расскажем вам о простых советах, о том, как поддержать свою систему пищеварения перед сном. Мы говорили о дробности питания, мы говорили о том, что питание должно быть сбалансированным, чтобы правильно поддержать. И регулярным. Это очень важно. И если мы говорим о регулярности, мы говорим, что ужин или перекус перед сном, он тоже должен происходить в определенное время, вот, иметь сбалансированный состав, правильно? Да. Вот, и у нас есть возможность, ну скажем так, или предложить рецепт. Да. И наш вечерний коктейль, мы о нем рассказывали много, и действительно, с комплексом пищевых волокон это очень такой хороший прием пищи перед сном, но я бы обратила внимание, что прогулка даже стоит на первом месте, потому что свежий воздух, физическая нагрузка, умеренная, комфортная, она обязательно должна быть. Я бы еще сказала бы, может быть, о таких известных уже вещах, но как водные процедуры, как утром, как и вечером, это тоже очень полезный совет для ваших клиентов, потому что это снимает уже стрессовую нагрузку. Ну и в дополнение, вот, так как мы рассказали вам о том, что в скором времени на российском рынке ожидается новинка алоэ со вкусом клюквы, в первую очередь хочу сказать, что следите за информацией от компании. В ближайшее время мы назовем точную дату, когда продукт будет доступен для заказа и где. Вот это очень важно. Но еще мы хотели бы предложить альтернативные, скажем так, возможности использования нового продукта с новым вкусом. Ну, прежде всего мы говорим, наверное, начинаем день с утреннего напитка.
и вы можете заменить алоэ с классическим вкусом, например, на алоэ со вкусом клюквы. Особенно это на первом этапе, если кому-то вот этот кислый вкус еще кажется достаточно резким. Но я бы тоже отметила, Тигран, что мы можем просто количество уменьшить. Вот то наличие лимонной кислоты, которая содержится в классическом напитке, там несколько выше, чем в растительном напитке алоэ. Я бы на это обратила наших независимых партнеров внимание. А вот для поддержки пищеварения в течение дня вот вкус клюквы, мне кажется, он будет очень разумный. Они фактически два вкуса дополняют друг друга. Да. Еще раз к тому, что персонализированный должен быть подход. Мы должны обязательно подумать и поговорить с клиентом, как первые его изменения в рационе питания, как он их ощущает, какие у него вызывает он эмоции. И у нас всегда есть, что предложить ему еще, если что-то показалось ему, может быть, достаточно резким на первом этапе. Но еще хочу раз сказать, что, допустим, написано 3 колпачка, но если для него это резкий вкус, мы можем просто сократить на первом этапе, буквально первые дни адаптации. Понятно. Ну и если он уж очень хочет, тут дело вкуса. У нас продукты, поэтому мы можем выбирать. Когда мы говорим о продуктах, мы говорим еще и о рецептах. Про утренний напиток мы проговорили. Вот, хотелось бы еще обратить внимание, что теперь и у турбонапитка есть возможность вкусового разнообразия с появлением напитка алоэ со вкусом клюквы. Более того, в качестве вишенки на торте, наверное, стоит отметить, что мы подготовили несколько, скажем, рецептов или источников вдохновения для вас, чтобы и вы начали экспериментировать с новым вкусом алоэ со вкусом клюквы. Вот. И рецепты разные. Какие-то свежие, тропические, вот как, например, данный тропический бриз для того, чтобы, может быть, вернуться на некоторое время в лето. Или летом мы можем, когда прохладно, да. Очень хороший рецепт, и мята, лайма здесь тоже включена в рецепт. Мне очень это нравится. Или, например, пряный чай. Да. Это согревающий, уютный такой. Да, согревающий вечером, почему нет, очень приятные ломтики яблока, все есть, и мы можем что-то пожевать, и не только выпить. Все гвоздика, корица, да, очень пряный получается напиток, интересный. И вообще эти вообще лесные ягоды, они очень полезны. Да, я с вами согласен. И вкусные. Да. Что очень важно. Вкусный. И скандинавские. Да. Обратим, розмарин. Я очень люблю розмарин, эту травку замечательная, да. И клюква тоже замороженная. Все прекрасно. Каркаде, тут кислый вкус. Понимаете, каждый выберет себе что-то, что ему больше понравится по вкусу, потому что мы должны в первую очередь и учитывать не только полезность, но и вкусовые свои впечатления от продукта. Согласен с вами. Мне нравится, например, свежесть. Это следующий рецепт, если... Да, посмотрите. Мне кажется, это прекрасный вариант для пикника на природе, например. Да, я про себя скажу, что я немножко ленивая. Я все-таки люблю наши оригинальные продукты и просто развожу. И поэтому, конечно, кто-то, если любит, хочет как-то разнообразить, это, конечно, да, хороший выбор. И еще раз, есть рецепт тропический, и я думаю, наверное, такой немножко удивительный рецепт, в который мы добавили совсем чуть-чуть формулы 1 с клубникой. Тоже интересный вариант, да. Да, и это если вы любите смузи. Да. Хочу отметить, что через несколько дней будут доступны и презентация с вебинара, и запись самого вебинара, поэтому эти рецепты будут доступны, вы сможете начать практиковаться на них, или можете придумывать свои собственные рецепты. Да, наши молодцы. Что до рецептов, это будем ждать новых рецептов. Да. Еще очень важно, хотел отметить, что у нас было сегодня несколько сюрпризов. И еще один сюрприз в том, что все зарегистрировавшиеся сегодня на этот вебинар зрители получат на свою почту именные сертификаты.
в которых будет написано о том, что вы прослушали этот курс. Вот. И хотелось бы сейчас перейти к вопросам наших зрителей. Угу. Вот, Алла Да, Васильевна. читаю, да. Прием коктейля, чувствуется дискомфорт в животе, вздутие, потом проходит. Алоэ чай проходит нормально. Возможно, это некая адаптация организма. Вот когда вы чувствуете дискомфорт, например, при приеме продукта, а алоэ чай проходит у вас нормально, мне кажется, нужно небольшое расстояние, временной промежуток взять между чаем, то есть большим потреблением жидкости, и следующим приемом именно коктейля. Это действительно, вы правильно оцениваете, что это некая адаптация организма. Это указывает, что не все благополучно. Я думаю, вот эти ощущения, они с приемом продукта, они будут проходить у вас. Самое главное, не разбавлять очень сильно водой, то есть более сделать концентрированный. Пусть, может быть, это не будет несколько в другой пропорции соотношения с водой, попробуйте так. Если что-то не будет получаться, этот дискомфорт будет у вас оставаться, и вы не будете знать, как с этим справиться, напишите нам, разберемся отдельно с вашим случаем. Следующий вопрос. Насколько отличается ежесуточная потребность в пищевых волокнах у женщин разного возраста? Увеличивается, уменьшается? Вообще очень интересный вопрос. На самом деле обсуждаемая тема, внешне показывается, что мы обсуждаем, какое количество пищевых волокон. На самом деле, да, с одной стороны, пищевые волокна, они нужны, но с другой стороны, с возрастом моторика, она снижается. Мы и должны дать пищевые волокна, они должны как бы помочь, но мышечная ткань, она настолько, желудочно-кишечного тракта уже истончена, что и особенно при дивертикулах, то есть расширении этого кишечника, очень надо быть с этим осторожным. То есть дивертикулез является противопоказанием к большому потреблению. Важно, чтобы вы это дозировали, небольшими порциями в течение дня распределяли. Когда вы это будете делать, то тогда никаких каких-то нежелательных ощущений у вас не появится. Как выстроить правильный рацион питания, если человек ночные смены? Как быть с завтраком с учетом работы желудочно-кишечного тракта? Вопрос от человека, у которого рабочий график смещен в ночное время. Как быть с питанием, если работаешь в ночное время? Как поступать с завтраком с учетом работы ЖКТ? Я что хочу сказать. Если человек работает в ночное время, а мы не можем ему предложить, знаешь что, а давай переходи на другой график работы, потому что у нас существуют циркадные ритмы, и поэтому это не очень будет положительно сказываться на здоровье. Да, к сожалению, сейчас такие обстоятельства, что мы принимаем те условия, которые есть, и я думаю, что наш белковый коктейль для вечернего приема, он очень хорошо годится, кстати говоря, потому что нагрузка, она минимальная. То есть практически уже продукт подготовлен. Если мы кусок мяса съедаем, да, на ночь, где-то часов в 11, это действительно большие затраты энергии и работы пищеварительной системы. А когда мы включаем наш коктейль, то таким образом мы даем источник энергии и пластических материалов организма, но в то же время это достаточно хорошо и усваивается. Поэтому я думаю, что в данном случае просто, да, действительно, мы немножечко перенесем, может быть, какие-то использования наших обычных продуктов на другие часы, только лишь так. Наши зрители спрашивают, как можно справиться с проблемой повышенного аппетита, и связано ли это с работой пищеварения? Это не только связано с процессом пищеварения, это очень сложная система. В основном центры голода и аппетита находятся у нас в головном мозге, поэтому это сложно. Но тем не менее, у нас в слайдах, кстати говоря, это было отражено, что овсяный яблочный напиток, несмотря на то, что он содержит небольшое количество калорий, он хорошо может справиться с чувством голода. Друзья мои, используйте. Вы, если хотите, есть чувство голода, а вы задались целью снизить вес,
пожалуйста, дополнительно просто нужно выпить овсяно-яблочный напиток, если не подошло время коктейля. Я вас уверяю, аппетит будет снижаться. Почему? Потому что появился некий объем какой-то пока пищи, пока еще организм не понял какой, но вот это барорецепторы желудка, они уже как бы говорят о том, что какая-то пища поступила, уже в этом плюс, и будет потихонечку всасываться и вода, и будет там идти процесс расщепления пищевых волокон. Чувство голода будет уходить именно даже от самого приема напитка. Мы с вами во время вебинара уже сказали о том, что проблемы с желудочно-кишечным трактом, системой пищеварения могут сказаться на красоте, на внешнем виде, на состоянии ногтей, волос. Можно ли поподробнее немножко остановиться на этом механизме и почему так происходит? Ну, вы знаете, вот состояние пищеварения и кожи, он, конечно, очень большой вопрос. Вот просто в рамках нашей вот встречи невозможно полностью ответить на это, но помимо и процесса пищеварения, это говорит о том, что нарушения они есть. И чаще это связано с работой тонкого кишечника. И только очень такая кропотливая работа по выстраиванию своего рациона, она может привести к хорошим результатам. Может быть, показаться мой такой ответ расплывчатый, но дело в том, что, несмотря на то, что я сказала, что восстанавливается слизистая, обновляется 3-5 дней, но это не значит, что через 3-5 дней все наши проблемы остались позади. Это долгий очень процесс. И тут надо набраться терпения. Возможно, вы разводите молоком. Молоко очень часто дает вот нежелательный эффект на состояние кожи. Это тоже надо учитывать. Поэтому подумайте, что из обычных продуктов вы включаете, что может привести к нежелательным вот таким последствиям на состояние кожи. Ну и в продолжении темы поддержки организма наши зрители спрашивают о том, что в продукции компании содержится большое количество микроэлементов, витаминов, минералов. И в течение дня, если мы насыщаем рацион продуктами компании, к нам в организм попадает большое количество микроэлементов. И вопрос в следующем: как можно повысить эффективность их попадания в организм, всасывания, наверное? Есть ли какие-то средства, практики? Ну, во-первых, витамины, напомню, мы принимаем вместе с пищей, это обязательно, да. То, что очень много витаминов, которых нужно несколько раз в день, насколько хорошо усваиваются. То есть я думаю, что Тигран больше они озабочены тем, что много микроэлементов, насколько это актуально, может быть, не будет ли это снижать усвоение их. Вот я вам не просто так рассказала про лимонную кислоту, которая нуждается при поступлении в организм при соединении с кальцием, магнием и натрием образуются щелочные соединения. Если вы посмотрите какие-то общие такие рекомендации по снижению веса, вы там увидите, что при снижении веса увеличивается потребление кальция. И теперь вы знаете на вопрос, почему в нашей линейке, когда мы говорим о контроле веса, о снижении веса, у нас есть экстракалий. Для чего он нужен? Он нужен не только для того, чтобы было достаточное количество в костной ткани, но он нужен нам для процессов и ощелачивания. У нас есть новый целлюлоз, который содержит много магния. И мы тоже знаем, почему он есть у нас, потому что он тоже помогает нам вот контролировать кислотно-щелочное равновесие. И это удивительно. Это вроде бы, это уже взгляд несколько вот с другой стороны, но тоже очень важный. А почему они есть? А почему в нашей линейке, вот мы всегда говорим, да, вот алоэ, да, оно полезно, но мы никогда не подходили вот под таким углом к этой проблеме кислотно-щелочного равновесия. А это очень важно. Алла Васильевна, спасибо, друзья. Спасибо большое. За хорошие и вопросы, и ваши комментарии, и ваше, вот я вижу ваше отношение ко мне. Спасибо вам большое. Энергию вашу мы чувствуем, почувствовали. Да, даже в студии. Поэтому спасибо большое, что
присоединились. Спасибо большое, что смотрели нас. Спасибо за ваши вопросы. Хорошего дня. И еще раз повторю, через несколько дней вебинар будет доступен в записи. Вот. Спасибо большое. До свидания. До свидания. До новых встреч.